Афганистан не производит технологий, не контролирует мировые финансы и не обладает выходом к морю. Но именно эта страна веками привлекает к себе самые могущественные державы. И каждая, кто пыталась ее покорить, заканчивала одинаково — поражением. Это не образное выражение. Британская империя трижды входила в Афганистан и трижды уходила. Советский Союз ввел туда армию, увяз на десятилетия, потерял десятки тысяч людей и ушел ни с чем. США спустя 20 лет войны, $1 триллион расходов и тысячи погибших покинули Кабул в панике, оставив союзников. Вопрос не в том, почему они проиграли. Вопрос в том, почему вообще решили, что смогут победить. Что в этой земле такого, что заманивает сильных и ломает их? Может, ресурсы? Или выгодное положение? Или политическая необходимость? Ответ не очевиден. Афганистан — это не только физическое пространство. Это символ невидимой границы, которую невозможно пересечь танками. Чтобы понять, почему здесь погибают империи, нужно разобраться в самой структуре этой страны. Она ломает планы не ракетами, а одной лишь логикой своего существования. Страна без нации. Если заглянуть в карту этнического состава Афганистана, становится понятно, это не единая нация, а мозаика. Пуштуны, таджики, хазарейцы, узбеки, туркмены. Ни одна из этих групп не доминирует безоговорочно. Каждая имеет свои традиции, язык, обычаи, зоны влияния. Племенная структура важнее государственных институтов. Законы шариата и кодексы чести типа Пуштунвали действуют сильнее любых указов Кабула. Попытки построить централизованное государство всегда разбиваются о лояльность к своим. Даже ислам, который исповедует почти все, не объединяет. Сунниты и шииты не просто расходятся в вере, они исторически конфликтуют. На бумаге страна может быть республикой или эмиратом, но на практике это сеть. Местные вожди, религиозные лидеры и племенные старейшины играют ключевую роль. Именно поэтому внешнее управление здесь почти невозможно. Нельзя управлять тем, что не признает центра. Для любого захватчика это становится ловушкой. Ты берешь столицу, но не берешь страну. А за пределами Кабула все начинается с нуля. Или с автоматов. Окопы вместо домов. Афганистан — страна, где война стала фоном жизни. Не как исключение, а как базовое условие. За последние полвека здесь не было ни одного десятилетия без насилия. И это оставило след. Люди здесь рождаются в конфликте. Мальчики учатся стрелять раньше, чем читать. Девочки знают, как прятаться от облав. Каждая деревня — потенциальная крепость. Крестьянские дома строятся с тайниками, подземными ходами, запасами. Даже если ты не воин, ты должен уметь выживать, потому что завтра кто-то снова придет. Советская армия это поняла, когда сталкивалась не с солдатами, а с крестьянами, которые знали горы лучше любой карты. Американцы наступили на те же грабли. Вместо фронтов — засады, вместо армии — призраки, исчезающие после атаки. Эта модель войны делает любое вторжение бессмысленным. Врагов нельзя отследить, уничтожить или сломить. Потому что они не приезжают на танках, они живут здесь. Это не внешняя угроза, это сама земля, сама среда. И она воспроизводит сопротивление автоматически, из поколения в поколение. Земля без тыла. Здесь война не событие, а состояние. Сотни лет насилия, смена империи, бесконечные вторжения — все это выжгло из местной культуры идею мирной жизни. Здесь мальчик с детства знает, как держать автомат. Девочка умеет прятаться от облав. Обычные крестьяне в перерывах между сбором урожая строят укрытие. Здесь нет тыла. И не потому, что кто-то хочет крови, а потому, что иного выбора нет. Приходят чужаки с красивыми словами, технологиями, обещаниями, а потом бомбят деревни, ломают устои, назначают чужих лидеров. И тогда каждый, кто выжил, берется за оружие. Не потому, что он воин, потому что он выживает. Эти люди не воюют как армия, они воюют как народ. Незаметно, из-под земли по ночам. Они не носят форму и не подчиняются приказам. Их невозможно победить, потому что они не структура. Их можно лишь убивать, но за каждым убитым поднимется другой. Захватчики снова и снова наступают на одни и те же грабли. И снова удивляются, что у крестьян откуда-то появляются гранатометы. Секретная география. Афганистан не имеет выхода к морю. Это кажется несущественным, но на самом деле ключевая причина его стратегической важности и одновременно проклятия. Страна находится в самом центре Евразии, между Китаем, Ираном, Индией и бывшими советскими республиками. Это сухопутный узел, через который проходят все возможные маршруты между югом и севером, востоком и западом. Но чтобы контролировать этот узел, нужно контролировать горы, а это невозможно. Более 70% территории — это труднопроходимые хребты, ущелья, перевалы. В них не работает техника. Армии не могут двигаться быстро. Связь нестабильна, авиация уязвима. Зато местные племена чувствуют себя как дома. Они знают каждый камень, каждую тропу.
География здесь — это не просто фон. Это активный участник событий. Она помогает тем, кто защищается, и убивает тех, кто нападает. Именно поэтому Афганистан так притягателен для геополитики и так разрушителен для стратегий. Кажется, что его нужно держать под контролем. Но как только ты туда заходишь, контроль теряешь ты. Великая игра. В XIX веке две крупнейшие державы, Британская и Российская империи, начали то, что вошло в историю как Великая игра. Россия продвигалась через Среднюю Азию. Взяла Ташкент, Бухару, Самарканд. Британцы нервничали, Индия была их жемчужиной. Если русские дойдут до Гиндукуша, они могут угрожать колониям. Поэтому Лондон решил действовать на опережение. Первое вторжение в Афганистан началось в 1839-м. Британия посадила на трон лояльного шаха. Но местные племена подняли восстание. Через 2 года британская армия, отступая из Кабула, была практически уничтожена. Выжил один человек, доктор Брайден, которого оставили в живых специально, чтобы он рассказал остальным, чем все закончилось. Это был урок, но его не выучили. Позже были еще 2 вторжения. Каждый раз британцы надеялись установить контроль. И каждый раз теряли людей, деньги, репутацию. Афганистан не стал буфером между империями. Он стал их границей с реальностью. Именно тогда стало ясно: здесь побед не будет. Советская ловушка. В декабре 1979-го Советский Союз начал операцию в Афганистане. Решение принималось спешно: укрепить дружественный режим, не допустить распространения радикального ислама в республиках Средней Азии. Москва надеялась, что войска быстро стабилизируют ситуацию и вернутся домой, но реальность оказалась совсем другой. Советская армия столкнулась с непредсказуемым противником: партизанские отряды, местные племена, религиозные фанатики. Условия были ужасными: горы, жара, нехватка информации, постоянные засады. Техника застревала в узких ущельях, авиация теряла эффективность, а каждый житель деревни мог быть врагом. Армия не понимала, за что воюет и с кем. Поддержки среди населения не было. Потери росли. По официальным данным, погибло более 15 тысяч солдат. Десятки тысяч были ранены. Финансовые затраты исчислялись миллиардами. Это стало первым открытым поражением СССР на внешней арене. И хотя официально цель была достигнута, смена режима, внутри страны начался идеологический и экономический кризис. Афганистан стал для СССР тем, чем Вьетнам был для США. Точкой надлома и утраты влияния. Выстрел, что решил все. В 1986-м в афганские горы попало оружие, изменившее правила игры. Американские переносные зенитные комплексы «Стингер». Это было легкое, мобильное оружие, запуск которого не требовал высокой квалификации. «Стингеры» позволяли маджахедам сбивать советские вертолеты, включая тяжелые Ми-24, с безопасной дистанции. До этого авиация СССР была главным козырем. Она подавляла сопротивление с воздуха, прикрывала колонны, снабжала отдаленные посты. Но с появлением «Стингеров» небо перестало быть безопасным. Вертолеты стали легкой мишенью. Маджахеды быстро научились использовать новое оружие. По оценкам, они сбивали по 1-2 воздушным судам в день. Удар был не только физическим, но и моральным. Летчики стали бояться вылетать. Командование было вынуждено менять тактику. Одноразовая ракета стоимостью в десятки тысяч долларов уничтожала технику за миллионы. Это стало символом того, как дешевое, но умное оружие может перевернуть исход конфликта. Именно с этого момента стало ясно: войну СССР проигрывает. Америка повторяет путь. Спустя всего 10 лет после ухода СССР американцы вернулись туда же, в Афганистан. Поводом стали теракты 11 сентября, а целью — уничтожение Аль-Каиды и свержение режима талибов. Первые месяцы казались успешными. Кабул пал быстро, террористов выбили. США начали строить государство, парламент, армия, школы, дороги. Но проблема была глубже. Власть оставалась чужой. Она не воспринималась народом как своя. Местные элиты разворовывали помощь. Солдаты дезертировали, чиновники работали за откаты. Война снова стала партизанской. Противник исчезал в горах, действовал из засад, знал местность. Армия США при всех технологиях оказывалась бессильной перед тактикой тысячелетней выживаемости. Миллиарды долларов расходов, тысячи погибших, десятки тысяч ранений. Каждый президент обещал вывод войск, но никто не мог объяснить, как это сделать без потери лиц. В итоге в 2021-м американцы ушли. Быстро, с хаосом и паникой. Все, что создавалось 20 лет, рухнуло за несколько недель. Афганистан снова вернулся в руки тех, кого пытались победить. Победа талибов. В августе 2021-го весь мир наблюдал за кадрами из Кабула. Американская армия в спешке покидала страну. Люди цеплялись за шасси самолетов, лишь бы улететь. А в это время талибы, группировка, которую пытались уничтожить 2 десятилетия, входили в столицу без боя.
Как такое возможно? Ответ оказался прост. За годы войны США выстроили армейскую структуру, которая держалась на деньгах, страхе и иностранной поддержке. Как только эти три столпа исчезли, армия перестала существовать. Солдаты сдавались или бежали, офицеры искали способы покинуть страну, а президент Ашраф Гани покинул дворец буквально за несколько часов до падения столицы. При этом талибы не просто выжили, они терпеливо ждали своего часа. За 20 лет они сохранили сеть влияния на местах, укрепили связи с поселениями, действовали не как армия, а как тень. Именно поэтому их приняли. Их не любили, но к ним были готовы. Это не было возвращения. Это было завершение длинного цикла. Америка проиграла там же, где проиграл СССР. Бизнес на войне. За войной в Афганистане стояли не только идеалы, но и деньги. Огромные деньги. США потратили на эту кампанию более $1 триллиона. Эти средства шли не только на боевые действия, но и на строительство, логистику, питание, охрану, управление. Тысячи частных компаний получили контракты. Один только подряд на поставку питания для американских баз в Афганистане стоил миллиарды. Частные охранные фирмы вроде Blackwater обеспечивали безопасность, а молодые предприниматели без опыта поставляли оружие. Факт, что 25-летние дилеры оружия смогли получить контракты на сотни миллионов, говорит сам за себя. Деньги раздавались щедро, контроль был минимальным, коррупция процветала не только среди афганских элит, но и в международных структурах. Эта война стала крупнейшим бизнесом. Многие компании наживались на каждом дне присутствия войск. Чем дольше шел конфликт, тем больше денег оседало в частных руках. В итоге Афганистан стал ареной не только боев, но и торговли влиянием, страхом и смертью. Сокровища под ногами. Под афганской землей скрыты ресурсы, способные изменить экономику любой страны. В 2010-м Пентагон оценил природные богатства Афганистана в $3 триллиона. Среди них огромные запасы меди, железной руды, урана и особенно лития. Литий – ключевой компонент для аккумуляторов, электромобилей и современных гаджетов. В одном из докладов страну даже назвали литиевой Саудовской Аравией. Казалось бы, вот он шанс для Афганистана. Но несмотря на эти запасы, страна остается одной из самых бедных в мире. Почему? Во-первых, инфраструктура отсутствует. Нет дорог, нет стабильной электросети, нет доступа к портам. Во-вторых, главная проблема – безопасность. Ни одна серьезная международная компания не готова вкладывать миллиарды, когда нет гарантий, что завтра не придут боевики и не захватят месторождения. Даже местные предприниматели не чувствуют себя защищенными. Потенциал есть, но он заминирован. Без мира и стабильности это богатство будет оставаться лишь цифрами в отчетах. И пока власть в стране хрупкая, золото под ногами остается недоступным. Китай подкрался первым. Когда США выводили войска, Китай не спешил с громкими заявлениями. Но Пекин начал действовать тихо и прагматично. В 2000-х китайская компания получила концессию на разработку одного из крупнейших медных месторождений – МЭС Айнок. Вскоре появились сообщения о планах бурения нефтяных скважин на севере. Китай предлагает Афганистану обмен, ресурсы в обмен на инфраструктуру. Это подход, проверенный в десятках стран. Место вторжений, кредиты, дороги, шахты. Но здесь все оказалось сложнее. В районе месторождений были обнаружены древние буддийские руины. Раскопки затянули проект. Кроме того, безопасность остается проблемой. Талибы заявили, что готовы охранять интересы инвесторов, но доверие между сторонами ограничено. Китай опасается, что через Афганистан может усилиться исламский радикализм, особенно среди уйгуров на своей западной границе. Поэтому интерес есть, но действия осторожные. Китай изучает, договаривается, тестирует почву, и если никто другой не рискнет, возможно, именно Пекин станет тем, кто первым извлечет выгоду без выстрела. Почему никто не выжил? Великие державы заходили в Афганистан с разными целями. Одни хотели защитить колонии, другие — навязать идеологию, третьи — победить терроризм. Но результат был один. Афганистан отторгал каждого. Не из-за силы, а из-за того, что модель жизни здесь не поддается внешнему управлению. Это страна, где племенные связи важнее флагов, где власть строится на доверии, а не на бюрократии. Здесь не работает стратегия «захвати столицу и все решено». Афганистан — это сеть. Лес сложных отношений, традиций, обид. Любой, кто приходит извне, воспринимается как враг. И чем дольше он остается, тем больше порождает сопротивление. Технологии, деньги, танки – все это бессильно, если нет культурного ключа. США, СССР, Британия – каждый пытался навязать свою модель. Никто не пытался понять, как работает сама система изнутри. Поэтому Афганистан не проиграл. Он выжил. Не благодаря силе, а благодаря способности оставаться собой. В мире, где глобальные игроки стремятся все стандартизировать, эта страна напоминает: не все можно подчинить. И, возможно, именно в этом ее главный урок для будущего.